Сегодня посетили часовню-усыпальницу в Заушье XVIII века, которая в запущенном состоянии. Усадьба Моравских в этом комплексе, увы, не сохранилась. Пройдемся и посмотрим, что осталось тут на данный момент. Храм совершенно зарос разнообразной растительностью, из-за чего к нему трудно даже подойти. На здание опять же уродливо набиты некие посторонние доски, а внутри валяется всяческий хлам. Вроде бы начали очищать и подготовлены кирпичи, надеюсь, для реконструкции. У стен, как внутри, так и снаружи, состояние такое, как будто по ним долго стреляли из пулемета, росписям угрожает полное уничтожение, если, конечно, не начнут что-то предпринимать. Впервые Заушье упоминается в документах в 1676 году. Название местечка было связано с его расположением на берегу реки Уши. В 1770 году Моравские строят усадебный дом из лиственницы, а также два тоже деревянных флигеля, так называемые официны. Центральный дом назывался Красным. Он был одноэтажным с двухэтажной центральной частью, украшенной четырехколонным портиком Тосканского ордера. Дом имел выходящую в сторону усадебного парка террасу. В одной из официн размещались кухня, кладовые и прачечная, а в правой находились комнаты для гостей. Кроме этих построек, парадный двор включал в себя еще конюшню и каретную, дабы и хозяева, и их гости могли размещать там свои экипажи. Усадьба имела 3 въездных ворот, одну парадную и 2 другие, которые вели, соответственно, в парк и хозяйственный двор. Усадьба, к сожалению, не сохранилась. Осталось только старое фото, по которому сложно судить о том, как усадьба выглядела. Моравскими была построена также и эта красивая и уютная часовня из кирпича. Ее здание было в плане квадратным с портиком из 6 колонн дорического ордера и треугольного фронтона. Внутри часовни перекрытия опирались на 2 пары колонн. Алтарная стена была плоской, но для нее было выбрано оригинальное живописное решение – расписать в виде объемных барочных колонн. Благодаря этому настоящую архитектурную алтарную нишу для статуи практически невозможно было отличить издали от ложных нарисованных колонн. В подземелье часовни была создана крипта-усыпальница со сводчатым потолком, в которую вела крутая лестница от входа в левой части здания. 20 век обернулся для нашей прекрасной усадьбы настоящей трагедией. В 1918 году Заушье было буквально по-бандитски разграблено бежавшими с фронта солдатами уже бывшей Российской империи. В 1939 году пришедшая в край коммунистическая власть организовала на территории не самого большого на Несвещине заушского имения Гартингов целый колхоз, который назывался «Красный берег». Но колхозные порядки, как и следовало ожидать, не привели Заушье к процветанию. Образцовое некогда имение превратилось в советское время в посредственное и в итоге было ликвидировано как самостоятельная единица. Последнему поспособствовало и вторичное разграбление Заушья большевистскими партизанами во время Второй мировой войны. Именно тогда все жилые постройки усадьбы были окончательно сожжены. Рядом с часовней сейчас расположена каменная ледовня. Еще недавно на ней была колоритная деревянная крыша, но теперь она провалилась, и теперь сооружение используется как помойная яма.